историю пишет выживший. Вот видел, он сразу же сказал, что вот я на ней женюсь. То есть это была любовь с первого взгляда, рассказывает своей подруге, вот как он на нее посмотрел. Мне кажется, он так слегка продолбал. Переходы все время через линию фронта, да. Здравствуйте, мои друзья! Вы на канале Иль Каноны. С вами я, Марина Аршинова. Говорить мы будем о музыке классической, о ее интерпретациях и интерпретаторах. А сегодня мы поговорим о Вильгельме Фуртвенглере, о его любви, жизни. Один фильм привлек мое внимание, я его видела уже и с удовольствием пересмотрела. Называется «Любовь Фуртвенглера». Фильм о главной героине, которого вторая жена Фуртвенглера, Элизабет, и она, значит, сидя вот в их доме на Женевском озере, она рассказывает о себе, о их встрече, о их любви, о их жизни. Вот. Но прежде всего, значит, на момент съемок фильма Элизабет Фуртвенглер 94 года, я посчитала. 94 года. Вот. Это абсолютно энергетическая такая вот женщина с горящими глазами, да, которая просто сбивает с ног своей энергией, да, своими рассказами. Вот. И можете себе представить, что было в 30 лет, да, когда ей было 30, если она в 94, вот такая, да, такой сгусток энергии, да, и что было в 30. И, значит, по ходу фильма, там, значит, в центре фильма такая вот вечеринка, которую устраивает Элизабет Фуртвенглер у себя дома. Звучат какие-то камерные сочинения ее покойного мужа, вот, человек 20 гостей, гости все примерно на 30 лет ее младше, ну а как? Вот, и это тот случай, когда, значит, историю пишет выживший. Да, вот она, в принципе, вот что она рассказала, то и есть. Она вот историю эту пишет, потому что никто ей не возразить не может, ни мнение другого представить, поскольку иных уж нет, а те уже далече. К моменту съемок этого фильма она уже 50 лет как вдова. Ее муж Вильгельм Фуртвенглер умер в 1954 году. Чуть расскажу о ее маме. Я уже не выдержала и в Фейсбуке у себя немножко написала. Я дам ссылочку на Фейсбук на свой, я там постоянно что-то пишу. Вот, немножко написала про тещу Фуртвенглера. Это была женщина вообще выдающаяся, то есть мать его жены. Катарина фон Эндерт, она дочь богатого промышленника, вышла замуж тоже за промышленника. И имела с ним 4 детей, причем 4-й оказался не от мужа, а от его коллеги. Разразился скандал, суд, развод. Детей, значит, у нее отняли, семья от нее отказалась. Значит, через год практически она выходит замуж во второй раз. Во втором браке у нее рождается 2 детей. Второй ее муж также промышленник. Вот. И у нее рождается 2 детей, и как раз во втором браке рождается вот эта Элизабет, дочь, которая стала впоследствии второй женой Фуртвенглера. Вот. Муж ее погибает в Тирольских Альпах во время занятий спортом, в результате несчастного случая. Она выходит замуж снова. Да, но перед этим она возглавляет его химическое производство, которое, значит, он возглавлял. Она выходит замуж снова, потом она разводится, и в 27 году она снова выходит замуж уже за коллегу по своей политической партии, потому что всю жизнь она активно занималась политикой. А ее тема была феминизм, права женщин. Она была одной из первых феминисток, то есть это 10-е и 20-е годы 20 века. Графиня, да, она была по происхождению графиня, феминистка, представляете? Вот. Ну и всякими другими вопросами актуальной политики. Она была категорически против Гитлера, фашизма и так далее. Жала политический салон. Она была в период во времена Веймарской республики, она была то ли членом парламента, то ли занимала, в общем, какие-то ответственные посты. То есть она была таким вот официальным политиком. Была спикером, она везде ездила, значит, со своими речами. Кроме этого, она получила лицензию на управление дирижаблем. В свободное время она путешествовала по странам Востока, Индии, Китая. И всю жизнь увлекалась охотой. Вот такая теща. История знакомства Элизабет с
Вильгельмом Фуртвенглером, она крайне неоднозначна, потому что значит, у Элизабет была сводная сестра Мария, то есть это дочь ее матери, вот от первого брака, той самой первой семьи, из которой ее выперли за то, что она, так сказать, значит, родила ребенка не от мужа. И вот в той семье была дочь Марии, то есть сводная сестра Элизабет, на 9, по-моему, лет старше или на 7, старше Элизабет. И они уже, будучи взрослыми, они дружили. Две сестры дружили. Мария была, ну, можно себе представить, что Мария была тоже, наверное, очень интересная женщина, интеллектуалка, врач по профессии. Вот. И однажды Мария сообщает Элизабет, которая была замужем, и у которой было 4 детей, в свою очередь, да, она была еще молодая женщина, ей не было еще 30, но у нее было уже 4 детей, муж. И Мария делится, значит, с сестрой, с Элизабет, что она влюблена в дирижера Вильгельма Фуртвенглера. Но это был не биг дил, он был безумно популярен, он был женат. В 20-е годы брак его распался, но развод не был оформлен, что ему как бы позволяло делать все, что он хочет, и, так сказать, любые отношения иметь на стороне, но при этом вроде как официально женат, взятки гладкие. У него, кстати, было, по-моему, 5 детей внебрачных у Фуртвенглера. Вот. Значит, Мария влюбилась в Фуртвенглера, у них начался роман, у них завязались уже какие-то серьезные отношения, они периодически жили вместе, путешествовали вместе, она сопровождала его на его гастроли, там, на концерты. И однажды Элизабет появилась в их доме. В их доме или не в их доме, ну, в общем, была представлена Вильгельму. Вот. И по ее словам, опять же, внимание, да, то есть историю пишут выжившие. Вот, ну, поверим, ну, почему нет? Она сказала, что как только он ее увидел, он сразу же сказал, что вот я на ней женюсь. Кстати говоря, вот это бывает, да, вот мужчина иногда вот как бы видит женщину и сразу понимает, что да, вот на ней он и женится. Я вполне верю в это. Возможно. То есть это была любовь с первого взгляда со стороны Фуртвенглера, по словам Элизабет. Вот, она же была замужем, у нее были дети, и она воспринимала его как такого, знаете, знаменитого, талантливого дирижера, так сказать, бойфренда сестры. Вот, они общались, то и дело, и Фуртвенглер всегда какие-то знаки внимания оказывал специальные, о которых 94-летняя Элизабет рассказывает так, как будто бы это было вчера, просто с горящими глазами. Вот она рассказывает, знаете, как молодая женщина рассказывает своей подруге, вот как он на нее посмотрел, как он ее за руку взял, там, ну, в общем, вот это все. Вот, и потом начинается война, и у Элизабет убивают мужа на фронте, погибает на фронте. Она остается одна с 4 детьми и начинает больше общаться со своей сестрой Марией. Вот, дальше больше, и, в общем, вот, короче говоря, в итоге Фуртвенглер перемещается от Марии к Элизабет. Но Элизабет – это необычная женщина в жизни Фуртвенглера, она, видимо, не хочет, у нее 4 детей, да, и она вообще как бы из другого теста. Она не хочет быть просто его, так сказать, очередной девушкой, поэтому она 6 месяцев его мурыжит, держит его на расстоянии и добивается от него, что он разводится. Наконец-то оформляет развод спустя 20 лет со своей первой женой и женится на ней. В 1942 или 1943 году они поженились. Кстати, надо сказать, что у Фуртвенглера было в тот момент уже 56 лет. Да, 56 лет. Это вообще вот как бы совсем уже не молодой возраст такой. Совсем не молодой. Чуть-чуть расскажу теперь о нем. Родился в Берлине, в очень, я бы сказала так, привилегированной, образованной, известной семье. Его отец был археолог, специалист по античности, мать была художницей. Когда ему было 8 лет, родители переехали в Мюнхен, потому что отец получил место, по-моему, директора Мюнхенской глипотеки, это музей античной скульптуры в Мюнхене знаменитый. Вот. Дети в семье родителей Фуртвенглера все получали домашнее образование. Вот, видимо,
И родители были против системы гимназий, которая тогда существовала в Германии и в Австрии, очень, очень жестоко в начале 20 века. Вот, там были прям волны самоубийств гимназистов, там были какие-то очень завышенные требования, какая-то обстановка тяжелая в этих гимназиях. И, видимо, родители не хотели детей подвергать вот какому-то такому абьюзу, да, который происходил тогда в гимназиях. Вот. Ну, или по каким-то другим причинам. В общем, учились они дома, получил он образование. Естественно, так сказать, он изучал античность, да, классическую филологию, он изучал живопись, он изучал поэзию. И фокус был на музыке. Ну, то ли способности его как-то рано проявились в Фуртвенглере, то ли вот, ну, как-то вот было, ну, наверное, в общем, если бы он этого не хотел, да, и если бы не было к этому способностей, то он бы не занимался так много музыкой. Вот, потому что в 20 лет он встал за пульт впервые оркестра и продирижировал программы, в которые входило сочинение его собственное, потом какая-то из симфоний Бетховена и, по-моему, 8-я симфония Брукнера. Вот такая вот программа, 20 лет, понимаете, домашнее образование. Вот как бы вам ответ на вопрос о системах образования и так далее. Он не сдал в своей жизни ни одного экзамена никогда, Вильгельм Фуртвенглер. Все, что он получил до. Отец хотел, чтобы он стал композитором. Он концентрировался на композиторском творчестве, очень любил сочинять музыку, да, но он был приверженцем такой классической тональной системы. Тогда вот натиск уже начался вот этих новых веяний, тональности и так далее. Он категорически этому противостоял. Он говорил, понимаете, человек с классическим, да, вот образованием, с понятием красоты, античность, идущим из античности, понимаете, понятно, что вот он абсолютно как бы эстетически понимал, что только тональная музыка дает то ощущение гармонии, красоты, баланса, да, и покоя, да, которое вот, собственно, которого мы и ждем от искусства. Вот. В этом фильме, кстати, его цитата очень хорошая по поводу того, что атональное сочинение – это как будто вы продираетесь через какой-то неведомый лес, вот там что-то интересное, там может быть что-то страшное, тут что-то привлекло ваше внимание, но в целом вы абсолютно не понимаете, где вы, что с вами и так далее. Это очень хорошее как бы такое описание, да, тональной музыки. Вот. Ну, вот по этой причине или по другой, но как-то вот они все были, видимо, умные люди и поняли, что вот по разным причинам композиторского у него не будет такого успеха, и поэтому он встал за дирижерский пульт, и, как говорится, пошло, да, ну, когда вот у человека что-то получается, обычно это, в общем, понятно сразу, когда это получается, вот оно и получается. Вот. И нужно рассказать мне еще об одном эпизоде из жизни Фуртвенглера, который, конечно, обязательно должен быть упомянут. Вот. Это история, которая развернулась для него после Второй мировой войны. Надо сказать, что когда пришел Гитлер к власти, и большинство немецких музыкантов, да, дирижеров, его коллег, собратьев, они собрались и уехали. Вот, не желая, так сказать, оставаться в Германии, Фуртвенглер остался. Вот почему он остался? Там сломано, в общем, огромное количество копий. Мне кажется, что он был, знаете, как человек, ну вот невероятно успешный во всем, да, ему сопутствовал колоссальный успех, понимаете, в творчестве, в профессии, в жизни, в любви. Он был человек, к тому же, еще очень спортивный, всю жизнь жил в лучших местах Германии, Швейцарии, да, в Баварских Альпах, в Швейцарских Альпах. Он занимался спортом, он был очень спортивным. То есть, понимаете, вот опять же такое все время у меня на античность, да, вот как-то вот куда-то туда выносит, да, вот этот вот симбиоз, сочетание, да, единства тела и духа, да, вот античный идеал физического развития человека, и его духовного и интеллектуального развития. И Фуртвенглер, конечно, вот он символизирует прям вот этот вот идеал, прямо, знаете, вот он идеал. И вот он настолько идеал был, что он пропустил какие-то вещи. Во-первых, он, увидев Гитлера и увидев все, что происходит, он сказал: да ну это несерьезно. Знаете, вот как бывает, да, вот человек, который судит по себе и по своему окружению, который не выходит за рамки своего окружения, но ему кажется, что и весь мир такой,
Он сказал, да не, ну это что, разве такое может иметь вообще какую-то перспективу? Ну, вот оказалось, что может. Вот, это, в общем, конечно, я думаю, что он просто был немножечко легкомыслен, может быть, он был немножко наивен, легкомыслен, как-то он настолько уверился в том, что вот с ним ничего плохого не произойдет, потому что он настолько вот защищен всем тем, что он имеет, и в общем, мне кажется, он так слегка продолбал, знаете, если так вот говорить, вот этот момент. Был недостаточно начеку. Просто, как говорится, вот успех не дал ему возможности как-то собраться с мыслями и принять сложное, но необходимое решение. Ну, в общем, он за это заплатил очень дорого заплатил. Он очень тяжело ему было жить, и он пытался, в общем, оставаться приличным человеком и спасал каких-то своих друзей, там, евреев спасал, и при этом приходилось идти все время на компромиссы. Ну, в общем, он попал в эту, конечно, попал в эту ужасную воронку. Вот. И весь ужас для него начался после войны, когда пришли американцы, да, вот западный сектор, пришли американские войска и устроили вот этот вот проект денацификации. Да. Что такое денацификация? Значит, это американский проект. Они решили, что фашизм имеет идеологической основой мысли о превосходстве немецкой культуры, философии, искусства и так далее. Значит, надо вот эту подставочку, на которой возникли вот эти ужасные идеи, надо ее уничтожить. И вот они начали ее уничтожать, да, в Байройтском Фестспильхаусе. Они продавали канадские донатсы, там, значит, фокстроты. В общем, они стали как бы изничтожать немецкую культуру. И Фуртвенглер для них был прям как, конечно, лакомый кусок. Да? Вот сейчас мы на его примере покажем, вот, что стоит вся ваша, вот, так сказать, философия, гуманизм и так далее. Вообще, надо сказать, что тогда, вот, после окончания Второй мировой войны, очень мало кто мог оставаться вообще в своем уме. Вот, люди, конечно, в основном были не в состоянии оценить, что произошло, да и кто же до сих пор разбираются, что произошло. В общем, короче говоря, очень тяжелое было время такого абсолютно вот... Людям казалось, что вот теперь все стало ясно, а на самом деле все запуталось окончательно. Отсылаю вас к фильму «Taking Sides» Иштвана Саба, который снят по пьесе, посвященный как раз процессу над Фуртвенглером. Да? Было судилище такое над Фуртвенглером, выясняли, насколько он виноват в том, что он, насколько он сотрудничал, скажем так. Очень хорошая драматургия, просто великолепная драматургия. Значит, Фуртвенглера играет очень хороший актер, которого очень люблю, Стеллан Скарсгард, это актер Ларса фон Триера, очень хорошо играет. А ему противопоставлен американский майор американской армии, по специальности страховщик, понимаете? То есть человек, который, знаете, вот сгорел сарай, владелец требует компенсации. Его задача расследовать, действительно ли это был несчастный случай, как утверждает владелец, да, и требует страховку. Или это он сам владелец поджег этот сарай, и, в общем, тогда никакой страховки. И вот он как бы с резвостью крота начинает копать эту всю историю. Ему совершенно плевать на искусство, на музыку, на седьмую симфонию Бетховена, на трагедию немецкого народа. Вообще вот это как бы вне зоны его интересов, зато он четко как бы вот сотрудничал, не сотрудничал, приходил, не приходил, был, не был, разговаривал, договаривался там, и так далее, так далее. Вот, ну, мог же отказаться, не отказался, вот так вот. И вот он это все выясняет, он прессует Фуртвенглера, он как бы смотрит на него с таким, знаете, американским, я бы сказала, превосходством, да, как на какую-то, в общем, кто еще вообще. Но при этом, понимаете, он, этот вот майор, страховщик, он символизирует такой простой народ, знаете, вот в том смысле, что такой не глупый, сметливый, да, которого фиг обманешь, да, при всем при том. И там девушка, которая работает стенографисткой, она, которая, ну, втайне, в общем, она сочувствует Фуртвенглеру, потому что на протяжении войны она постоянно слушала запись седьмой симфонии Бетховена в исполнении Фуртвенглера. И это ее поддерживало, и она
говорила о том, насколько это было важно, что музыка продолжала звучать. И она продолжала звучать в таком исполнении, и она настолько вот жгла сердца, да, так же, как, допустим, в блокаду, да, звучала Ленинградская симфония в Большом зале филармонии, также и для немцев в страшные там последние годы войны звучала седьмая симфония Бетховена в исполнении Фуртвенглера, да, которая как-то их поддерживала для простых обычных немцев, которые были такой же жертвой истории, да, как и ленинградцы. И все остальные, да, кто были вовлечены в эту ужасную войну. Вот. И вот она набрасывается, эта девушка, стенографистка, она набрасывается там чуть ли не с кулаками на этого американца и говорит: да прекратите, сколько можно вообще, кто вы такой, как вы можете так издеваться, это великий человек, это наше вообще, это наше все. А тогда он ее ведет в кинозал и начинает ей показывать хронику, вот эти горы трупов, там концлагеря, уничтожения, и говорит: вот посмотри, а это его друзья, понимаешь? Он говорит, он играл на их вечеринках. Девушка ему кричит: он не знал, он об этом не знал. Тут страховщик ей отвечает: а если не знал, почему спасал евреев? Понимаете, он как бы совсем не глупый человек. Пусть он не знает седьмой симфонии Бетховена, но как бы жизнь он понимает. И последнее он говорит этой девушке: твой отец же, он же ушел в сопротивление. Она отвечает, так пустив глаза: он ушел в сопротивление только когда понял, что мы все равно проиграем войну. Понимаете, очень хороший фильм, в том смысле, очень хорошая драматургия, taking sides, то есть занимая сторону. Она все время там, понимаете, вот идут такие переходы все время через линию фронта, да, мы переходим то на одну сторону, то на другую сторону, то на одну, то на другую. Мы видим, что у каждой стороны есть своя правда, мы видим, что каждая сторона может объяснить. И важно, понимаете, а что мы бы делали в этой ситуации? А если бы мы оказались в такой ситуации? А что, ну, наверное, мы подумали о себе, правда? Мы бы, наверное, так сказать, делали то, что лучше для нас, для наших семей. И это нормально. И, в общем, в таком случае, а как мы можем кого-то судить за то, что кто-то делал что-то? В общем, хороший фильм, интересный, который в правильном, как мне кажется, очень ракурсе, да, освещает вот это вот судилище Фуртвенглером. Вот. Но это все, в общем, ему дорого стоило, конечно. Это его сломало, это его подорвало, его и здоровье, и силы. Вот. Его отстранили от работы. И только в 1952 году снова пригласили, значит, обратно Фуртвенглера. В общем, как-то одумались. Вот, пригласили обратно Фуртвенглера. Он проработал 2 года и в 1954 году умер. Умер тоже, в общем, потому что захотел умереть, наверное, вот так вот. Жена рассказывает о том, что он как-то проснулся и сказал, что я умираю. Вот. Его госпитализировали в больницу, там что-то с ним было такое, но, в общем, он мог бы и не умереть. Но он уже хотел умереть. Наверное, он как-то очень подломился тогда, понимаете? Слишком как-то это вот ему досталось, да, вот в этой ситуации. Вот. Ну, это его судьба, да, это его жизнь, ему выпало, да, вот это все. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Я оставлю ссылки все внизу. Пишите мне, что вы думаете по поводу того, что я рассказала. Вот. И будем на связи. Пока-пока.